Здравствуйте, с вами Рина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Предыдущую запись я сделала 9 февраля, сегодня 15. Прошла почти неделя и накопилась уже информация, которая просится быть озвученной. Когда я внутри себя просматривала те пазлы, которые стучатся для разговора, то увидела, что это получается опять продолжение предыдущих записей о нашем времени СОС. Конечно, к сожалению, но с другой стороны, имеем дело с тем, что есть, жизнь такая, какая есть. Держим руку на пульсе и просто разбираемся с этими моментами, чтобы быть более спокойными и спокойными. Вот у меня почему-то все время только сейчас такая фраза и рождается: быть спокойными и просто спокойными. Мне кажется, этого уже достаточно, чтобы оставаться на плаву. Так вот, в воскресенье состоялась группа по расстановкам, и состояние участников тоже мне подтвердило все то, что я озвучивала ранее. Вот. Конечно, по расстановкам это вообще можно отдельную запись сделать, но пока мы еще здесь сопровождаемся, еще тут это идет все переваривание, потому что процессы были очень-очень глубокие, серьезные, как обычно, тут не до смеха. Но в любом случае подтверждение я увидела, что я не голословна была точно. Потом после группы по расстановкам в понедельник у меня были свои дела. Вот, я ездила в Коркино по делам тоже. И состоялся разговор, самый обычный разговор с водителем, который меня выручает в таких ситуациях. Он меня, в общем, тут по своему тарифу возит. Спасибо ему большое за это. Так вот, сидим, просто общаемся. И он мне рассказывает, как накануне, то есть 11 февраля, когда у меня была группа, он говорит: я вообще не знаю, что со мной было. Почему-то, говорит, мне прям хочется тебе это сказать. Я вышел на работу с утра, все как обычно. Сажусь в машину, а тело не мое, чугунное. Я, говорит, ничего понять не могу. Я, говорит, еду, а у меня такое ощущение, как будто меня с каждым метром дороги меня все больше и больше придавливает. Я вроде, надо же работать, а сил, говорит, вообще нет. Я, говорит, так попытался что-то, там пару заказов, говорит, съездил, плюнул на все это дело, развернулся и, говорит, так, Рина, захотел пельмени, говорит, сил нету вообще. Вот прям пельмени захотел. А я, говорит, знаю точно, что дома нет пельменей. Заехал, говорит, купил тесто, купил там фарш у друга. Доверие, говорит, есть. Все, в общем, классный фарш делает. Приехал домой, жена, говорит, такая же ползает. Вообще, говорит, никакая. Но она, говорит, вообще подвержена скачкам давления. Тут, говорит, вообще на ней лица нет. Я, говорит, с этими мешками стою в дверях. Хочу пельменей. Работать не могу. Давай пельмени сделаем. Говорит, мы сели там, налепили там сколько-то. И он говорит, я вот себе определил, что я там хочу там сколько-то пельменей, я уж не помню, он назвал. Мы, говорит, вот столько сочней, говорит, здесь с этих сделали. Он говорит, все, вот это мне вари, я больше, вот хочешь лепи, хочешь не лепи, я пошел. Она, говорит, мне отварила пельмени, я поел. Ирина, говорит, я лег, вырубился вообще, как будто я ночь не спал до этого. Хотя, говорит, ночь спал. Я проспал до 9 вечера, говорит, вообще как убитый, говорит, вообще ни разу не проснулся. Что, говорит, было, я так и не понял. Проснулся, говорит, как огурец вообще.
И все, говорит, спокойно вышел на работу. Говорит, это вообще что было? Вот. Ну, я тут, понятно, особо не вдавалась в подробности. Вот. Так, обсудили немного эту тему. Ну вот чисто житейские примеры. Вот слава Богу, что человек все оставил. Да, надо работать, да, надо зарабатывать, да, деньги нужны. Все оставил и все-таки поехал и дал себе то, что прямо захотел. И пельмени поел, и ровно столько, сколько смог этих пельменей сделал. Вот я привожу самый обыкновенный пример из жизни. Как можно вырулить в такой ситуации? Сделал, поел, лег, уснул. Все. И достаточно. Встал как огурец. Вот вам, пожалуйста, тот стоп, о котором я все время говорю. И далее во вторник с утра у меня была консультация. Приходит клиентка, заходит, наушники снимает и улыбается. Говорит, ты у меня везде. Говорит, и здесь, и передо мной. Оказывается, ехала подкаст, слушала. И комментирую тут же. Говорит, что же я его раньше-то, говорит, не послушала. Говорит, сейчас прям, говорит, еду, слушаю и прям себя вот, ну что ж я раньше-то не послушала. Потому что, оказывается, на прошлой неделе, получается, вот это был вторник, вот, или накануне, если честно, я не совсем тут вот поняла. Ну, в общем, короче говоря, подкаст слушала позже той ситуации, которая произошла. Сын собирался в школу и сказал, что плохо себя чувствует. Она его все-таки отправила в школу, потому что контрольная. Надо. Померили температуру. Температура была, правда, небольшая, но была. В общем, там под 37, что ли, насколько я поняла. В общем, она его отправила все равно в школу. Звонит учительница среди дня. У ребенка температура под 40. Ни о какой контрольной речи, конечно, даже и уже не шла. Забирайте срочно. Все бросила, забрала его никакого. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, тут печальный пример, когда вроде бы как надо, да, действительно надо, но, опять же, возвращаясь к предыдущей записи, учитывая состояние детей. Вот. И тут же еще дальше рассказывает. Вот утро вторника. Подруга прислала сообщение. Что происходит? Неделя только началась, а я уже устала. И клиентка молча ей просто-напросто переслала ссылку на мой подкаст. Вот, пожалуйста, слушай. Вот такие дела. И потом, после записи, еще мне прислали тоже отклики на нее, что это буквально стук во все двери. Что эту запись бы разместить где только можно, чтобы ее услышало как можно больше людей, чтобы смогли позаботиться о себе и о своих детях. Конечно же, очень благодарна всем, кто отозвался после всех записей и отзывается постоянно, потому что для меня это очень и очень важно и очень ценно. А что лично я увидела вот за последнее время? Друзья, откровенно говоря, тоже как-то не просто запись дается. Я уже ее, откровенно говоря, несколько раз останавливала. Сначала начинала несколько раз, и вот она прям тяжело тоже идет. Напряжение очень большое. Поэтому приходится, я еще раз говорю, останавливаться. Надеюсь на ваше правильное понимание. Я же не просто так говорю, я же тут это все кубатурю в себе. Это все очень большие пласты во мне сейчас перемещаются, поэтому не так просто, как хотелось бы. Так вот,
какие лично я увидела моменты, которые меня зацепили в связи с этими событиями. Но они даже не то, что зацепили, они просто вот лезут в глаза, и ты хочешь, не хочешь, их видишь. За все это время я увидела очень много аварий. Вот как только ту запись я закончила, я выхожу, подхожу к балкону, у меня как раз балкон выходит на наш перекресток, он большой такой. Стоят несколько машин, авария. На светофорах стоят реанимации, скорые. Это все вот тут же, в этом же моменте. Потом, сколько я по городу перемещалась, ну, я всякое видела, но чтобы по 2, по 3 реанимации сразу ехали, такого я не видела. Вот видела. Очень много скорых, очень много аварий. Снегопад. Вот для меня вот эти снегопады, это прям такая попытка погоды, природы нас вот просто вот где есть, там чтобы и остался. Столько снега, мне кажется, вот я за последние годы, вот мне кажется, вот за эту зиму выпало столько снега, сколько за всю жизнь, мне кажется, выпадало, вот по крайней мере за последние годы точно. Немного сумбурно говорю, но здесь тоже надеюсь на ваше правильное понимание. Как могу, так и озвучиваю то, что чувствую, вижу, мне надо передать. Вот. Потом вот эти неполадки с интернетом. Но тут это все вот вместе такой большой микс, потому что на этой неделе солнечная активность просто зашкаливает. Вспышек на солнце просто одна за другой, одна за другой. Люди все вот буквально размазанные, обесточенные, обессиленные. И хочешь, не хочешь, тела не выдерживают, к сожалению. И я вот тоже здесь занялась здоровьем раньше времени. Я предпочитаю не доводить до, как говорится, каких-то крайностей, а вкладываю время, возможности в профилактику. И вот раньше обычного я уже говорила, я на первой неделе февраля все отодвинула, сдвинула вообще все полностью, там занималась по минимуму самыми такими необходимыми вещами, которые действительно для меня были ресурсны. И потом вот занялась уже здоровьем физическим, пошла в ту клинику, с которой я дружу, на дневной стационар, там капаться, витамины, в общем, все в таком духе. И очень интересный момент. Произошел разговор за это время, который тоже, в принципе, мне очень много, так скажем, подтвердил то, что я и так уже и вижу, и знаю, причем не один год. Мне капельницу поставили, значит, рядом женщина лежит. Сама начала разговор. Очень активно лежит тут капельница, значит, в одной руке капельница, в другой руке телефон. Я телефон никогда там не листаю, ничего. Уж если я делаю капельницу себе, то я делаю капельницу. У меня телефон рядом только для того, чтобы какие-то вдруг экстренные моменты, время посмотреть, еще что-то. Все, не более того. Все, я качественно в себя вкладываю. Вот. Она рядом лежит. Ну, тут у них разговор с персоналом. В общем, все, они тут друг друга знают, медики. Вот, говорят. И медсестра уходит. Она, значит, лежит такая. Да, надо ведь работать, надо ведь работать. А как работать? Вот как в таком случае работать? А во время разговора они говорили, что у нее больничный. Ну, тут хочешь, не хочешь, как сказать, невольным слушателем становишься. Вот. Ну, и я как-то так, не спалось мне, я говорю, так вы же на больничном. Мне просто интересно стало. Это вот та тема, которую постоянно я тут вам освещаю. Я говорю, вы же на больничном, так вот отдыхайте, лечитесь. Вот. Она, так вот как тут не получится? Оформили всего несколько дней. Я говорю, так за несколько дней можно. А причем она капельницу поставила, там просто струей льется. Там не капает, а струей. Я говорю, так вы хоть бы себе
каплями поставили это, скорость снизьте. Она, да, типа я гипертоник, я на ходу могу это все. И вот у нее в левой руке капельница, правая она лежит и листает ленту. О, смотрите, плохо чистят, ага, плохо чистят. Вот, пожалуйста, собаки нападают. Это все одновременно. Я говорю, так вы в таком темпе долго-то не протянете. Она говорит, ой, не говорите, никакого просвета нет. И оказывается, что она работает в кардиологии, ни больше, ни меньше. Это тема тем сейчас, тема сердца, о которой я все время сейчас тоже рассказываю. Работаю в кардиологии. Я говорю, как вам сейчас работается? Она говорит, вы знаете, у нас, говорит, ну, всегда пациенты непростые, но где в медицине простые пациенты? У каждого своя история, и все люди же не просто так попадают. Но, говорит, вы знаете, что бросается в глаза? Люди стали неадекватны. Возросла, как она сказала, неадекватность людей. Причем еще больше бросается в глаза, что возросла неадекватность молодых людей. Каждый второй истерик. Работать очень сложно. Вы, говорит, себе представить не можете. Мы, говорит, и там как на фронте. Причем время приема ограничено. Все же там по минутам у них какие-то регламенты вечные. И причем еще, значит, вот предстоит у них, как она сказала, то ли аккредитация какая-то, то ли, в общем, что-то, какая-то пересдача каких-то экзаменов, подтверждение квалификации, вот что-то такое. И чтобы, говорит, вы понимали, вот весь, говорит, маразм, это ее слово, она его так и сказала, вы, чтобы, говорит, понимали весь маразм, у нас, говорит, только по ковиду стопка регламентов, просто стопка бумаги, которые надо знать, 30 сантиметров мы мерили, говорит. Это только по ковиду. Не говоря уже про другие санпины и все в таком духе. Мы же, говорит, не дуры, мы уже столько лет, говорит, работаем. И вот каждый раз, говорит, нам вот это надо лопатить. Вы, говорит, не представляете, говорит, у нас там, в общем, что творится, а каждый пациент приходит и просто царь. Просто царь. Вот ее везите туда на каталке, сюда на каталке. В общем, она мне тут давай душу изливать. И при этом, в общем, очень грустно все. Все очень грустно. Люди, говорит, человеческого языка не понимают. Мы, говорит, загнаны со всех сторон в какие-то тиски, никакого просвета нет, никакого просвета нет. Тоже ее слова, вот я все время говорю, как будто никакого просвета нет. Вот это прям слово. И вот она его повторила тоже. Никакого, говорит, просвета, никакого продыха. Такое ощущение, говорит, как будто вот этот дурдом только больше усугубляется, говорит. И какой-то сос, вечный, говорит, сос какой-то. Вот, пожалуйста, один в один даже слова одни и те же. Вот взгляд уже с внутренней стороны, со стороны медицины. Эта женщина сказала, что сейчас работать с людьми не просто сложно, говорит, а очень и очень сложно, просто невозможно. Самое, говорит, правильное, наверное, было бы сейчас где-нибудь на заводе работать и выполнять чисто механические действия. Не ту профессию я себе выбрала в свое время. А вообще, говорит, у меня две профессии. Медицина и я, говорит, еще педагог. Но туда, говорит, я точно не пойду. Там с моей психикой сейчас я, наверное, точно сразу в первый же день кого-нибудь убью. А тут, говорит, еще более-менее, говорит, при препаратах еще более-менее как-то выдерживаю. Уйти не могу до пенсии, там сколько-то лет осталось. И вот передо мной обыкновенная женщина, которая сейчас, как мне кажется, откровенно говоря, находится на переднем крае фронта. Для меня педагоги, врачи, все, кто общается с огромным количеством людей каждый день, это вот люди, которые действительно на переднем крае фронта. 21 век.
Развитие вроде бы как зашкаливает, но развиваемся, видимо, не туда. Я имею в виду в масштабах человечества всего. И поэтому очень и очень грустно. И я хочу этой записью еще раз обратиться, чтобы снижать, стараться, имею в виду, с собой каким-то образом разбираться, помогать себе, с пониманием относиться к труду тех людей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Да, это их работа. Это их работа делать то, что они делают. И в то же время это тоже самые обыкновенные люди, живые, настоящие, которые уже тоже не выдерживают. Вот помните, как в предыдущих записях я рассказывала о случаях, когда учителям на рабочем месте становилось плохо. И один педагог, к сожалению, так и не вернулся, ушел из жизни. Это же кошмар. Если сейчас все учителя, все медики оставят свои посты и уйдут работать на завод, выполнять чисто механическую работу, чтобы сбежать из этого дурдома, что будет? Будет новый СОС, коллапс. И поэтому, когда мы идем в больницы, в школы, в магазины, да хоть где, в такси, давайте будем более бережны друг к другу. Так мы, наверное, и себе нервы сбережем, и хоть как-то, наверное, поможем своим спокойствием этим людям. Мне кажется, это очень и очень важно. Также будем беречь своих детей. То есть у нас работа на самом деле, друзья, вот такой скрытой, незаметной ни для кого. Достаточно. Такое время, такие мы, такие обстоятельства. И сейчас я еще вспоминаю один момент, который всплыл в моей памяти, когда я готовилась к этому разговору. Я поискала в своих записях и нашла пост от декабря 2021 года, когда мне в Инстаграм написала вот мой стоматолог, о которой я говорила в прошлый раз. В 2020 году она мне задала вопрос, как долго будет это все длиться. А в 2021 году она мне прислала вот в Инстаграм такой вопрос-запрос, почему молчат врачи. Что через нее проходит огромное количество людей, и очень многие не понимают, что происходит с ними, с их психикой. Что это, трансформация или что это, Ирина Борисовна? Ну и вот второй вопрос, почему молчат врачи. И вот я тогда озвучивала свое мнение. Возможно, я продублирую этот пост. Я его перечитала. Сейчас, конечно, пересказывать я не буду, но смысл такой был, что да, это трансформация, это этап трансформации, но опять же этап трансформации только для тех людей, которые готовы именно вот к этой трансформации. Они открыты к пробуждению, может быть, подсознательно, может, уже осознанно. Вот. Но те люди, которые закрыты, запечатаны, для них это самая настоящая токсикация. Поэтому, к сожалению, это уже дорога в сторону ухода из жизни. Тут просто дело времени. Вот. И поэтому моя позиция, почему молчат врачи,
абсолютно прозрачно, потому что они сами не понимают, что происходит. Поэтому они молчат. Это те же люди, которые точно так же не знают, что происходит. Чтобы делать заявление, нужна ясность, необходимо понимание процессов, что происходит, необходимы определенные исследования, а там времени не было проводить исследования, и понятны варианты готовых решений. Ничего из этого нет, потому что они сами ничего не понимают и не знают. Медики имеют дело с последствиями, уже непосредственно с симптомами, с болезнями. И здесь у них хоть есть какие-то алгоритмы, но самое это интересно, что эти алгоритмы в это время уже не работали. И сейчас не работают, потому что огромное значение имеет именно энергетическая составляющая, а ее никто не учитывает и никто туда не смотрит, к большому сожалению. Догадываются, что нужны комплексные подходы. Уже сколько раз я слышала от медиков, слава богу, такой взгляд здравый, что вместе с помощью телу, то есть непосредственно люди лечат какие-то определенные симптомы, пользуются препаратами, параллельно разбираясь с причинами заболевания. То есть вот эти вот психологические, терапевтические аспекты уже учитываются. Но это ведь только малая толика, малый процент медиков так уже более широко смотрят вглубь проблем. Поэтому здесь задача, ответственность самих людей. Понимать это, осознавать это, включать мозги уже в ту сторону, куда действительно их надо включать. И эта история, друзья, это уже не просто наша реальность, это уже такая жизнь вот сейчас, и она будет такой. Она будет такой всегда. Я имею в виду, будет такой, что нужно задавать вопросы, нужно искать ответы, нужно пересматривать свое мировоззрение, свое отношение к себе, к своему телу, ко всему, вообще к жизни, к людям. Это целая такая история полного разворота к себе, вглубь себя. Ну и потом уже, если, как говорится, как получится, там уже с внешним миром разбираться. Вот я так это вижу. Поэтому все это и закрутилось для всеобщего блага, только для того, чтобы развернуть каждого человека к себе. Я, по-моему, уже тоже где-то в записях озвучивала, как читала статью врача о том, что во время ковида он ее опубликовал. Ты встретился не с вирусом, ты встретился с собой. Вот, пожалуйста, грамотное мнение. Ну, понятно, к нему, дай бог, прислушаются. Я сколько пытаюсь вот говорить то же самое, меня слышат только очень мало людей, к сожалению. Но слава богу, те, кто слышат и делают, они сейчас разительно отличаются по своему состоянию от большинства людей, что тоже подтверждает правильность заявленных мною выводов. Сложно говорить, друзья, сложно. Я столько раз уже останавливаю запись прям. Но самое интересное, я пытаюсь ее перезаписать, и у меня идет сопротивление, потому что все-таки мне надо, вот как получается, так я и двигаюсь. Ресурсов на перезапись у меня нет. Если вам покажется запись такой немного рваной, ну, через стопы я иду, прямо через реальные стопы. Раньше я вот какие-то паузы брала, а сейчас я чувствую, если я возьму паузу, я тут вообще буду очень долго молчать. Поэтому я делаю все-таки уже прям стопы записей, и потом только я начинаю дальше говорить. Сложно очень.
Вот такие дела. И что с этим делать? Готового рецепта нет. Ни у кого. Ну, я имею в виду такого, как мы привыкли, что на любой какой-то вопрос ты знаешь, что делать. Вот, например, у тебя что-то заболело, ты идешь в больницу, делаешь что-то, то-то, то-то. Что тебе врач сказал? Здесь так не прокатит. Нет готового рецепта, как жить эту жизнь сейчас. Здесь только на ощупь, по интуиции, по подсказкам, по знакам. Вот я так живу. Как показывает жизнь, и вижу правильно, оказывается, и делаю выводы правильные. Но дело в том, что, Господи, сбивается речь постоянно. Дело в том, что я озвучиваю только то, что я сама прожила. Я теоретическими выкладками здесь не занимаюсь. Все, что сама прожила, все, что сама прочувствовала, кожей вижу это все. И вижу в жизни тех людей, которые мне доверили, и мы что-то сделали для них. Они тоже это все подтверждают. Вот, поэтому на самом деле призыв прежний. Создавать себе любыми способами свое спокойствие. Любыми. Когда-то у меня родилась такая мысль, что в каждом спокойствии скрыта цена, которую за него заплатили. Так и есть. Это я тоже говорю из личного опыта. Спокойствие — это состояние, определенное состояние человека. И каждый вкладывает свое понимание, свои составляющие в это состояние. Вот я, например, в него вкладываю как главный, там для меня несколько пунктов. Главное — это ясность. Для меня это очень важно. Понимать, что происходит со мной вообще вокруг, что делать, не делать, куда идти, не идти, куда вкладывать свое время, энергию, силы, деньги, куда даже близко не стоит. Для меня это вот один из очень важных кирпичей в фундаменте жизни — ясность. Второй очень важный пункт — это отсутствие болевых внутри, болевых таких моментов, за которые как за крючки цепляются какие-то внешние негативные ситуации. Вот когда я выхожу в мир, в любой ситуации даже, не только в мир, а вообще вот, это же не только я там это все смотрю, кубатурю, а просто, если что-то зацепило, то я не игнорирую, потому что я точно знаю, что сейчас начнется слив энергии большой. Просто так ничего не цепляет. Иногда бывает банан, просто банан, бывает. Так вот надо же разобраться, так банан это или все-таки это что-то больше. И вот если это что-то больше, то обязательно тут надо это все убирать, чтобы этого напряжения не было в тебе. И чтобы ты в следующий раз уже, когда
с такой же ситуацией столкнешься, уже не за что будет цепляться. Все, ты уже там посмотрел, потому что любая такая ситуация внутри, это всегда запечатанная энергия, какой-то там блок энергетический. Вот. Просто разбираться. Да. Так что личная внутренняя гигиена плотно вошла в нашу жизнь. И вся эта история, о которой я круглосуточно вещаю уже много лет, о том, что на нас сыпятся эти энергии, которые только усиливаются, что вот нужно все это пересматривать, это уже наша реальность. И необходимо вводить в свою жизнь вот эту личную внутреннюю гигиену, точно так же, как зубы почистить по утрам. Это уже данность нашей жизни. Нравится, не нравится, как закон гравитации, действует для всех. Называется в добровольно-принудительном порядке. Хочешь — научим, не хочешь — заставит жизнь. Не я. Я здесь, как говорится, вообще очень скромна. Я просто сижу и тут вещаю то, что прожила и мне помогает. Надеюсь, и вам. Так что какой-то разговор получается такой, не знаю какой. Сначала был очень напряженный, сейчас как-то полегче пошел, но все равно тоже хочется, конечно, как-то повеселее уже. Ну, как получается пока. И я снова брала паузу, потому что у меня вот это ощущение всеобщего напряжения, плюс вот этот разговор, такое ощущение, как будто еще тоже утяжелил это общее состояние. Оно не покидало меня. Хочется как-то реально хочется на другие темы говорить, как-то полегче, как-то пооптимистичнее, что ли. Я брала паузу, чтобы свериться с собой поглубже, говорить или не говорить. Вот дальше то, что стояло у меня вот в канале, в потоке. И пришло однозначно: говори. Вот. И я решила все-таки это уже выгрузить, потому что это на самом деле важно. Та женщина, с которой мы оказались вот с капельницами рядом, оказалась из кардиологии, я уже это говорила. И я у нее спросила, как она считает, в чем причина тех массовых осложнений с сердцем, которые сейчас наблюдаются. Она сказала, что она видит в этом постковидные осложнения. Как оказалось, лечили неправильно. Во время ковида давали антибиотики. Лечили как пневмонию. У всех же тогда легкие стали страдать. Вот. И людей массово пичкали антибиотиками. Но это ее слова, я сразу говорю, это все вот ее слова. Пичкали антибиотиками, глушили, как она говорит. И получилось, что лечение было проведено неправильное, а нужно было делать антитромбовую терапию, разжижать кровь. И поэтому сейчас идет, вот наблюдается массовая закупорка сосудов,
Отсюда проблемы с сердцем, инсульты. И причем у людей абсолютно разного возраста, очень много молодых попадают под этот удар. Потому что вот в свое время, еще раз говорю, они пострадали от ковида. Лечение было проведено, как вот медик сказал, неправильное. И поэтому сейчас такие осложнения начались. Сейчас вот у всех под ударом в основном сердце. Ну вот инсульты еще тоже. Это тоже очень важная информация, потому что она полностью подтвердила мою гипотезу. Мою гипотезу причин ковида. Я ее начала озвучивать вот с 2020 года, потому что я увидела, что нужно разбираться с кровью. Я сразу сказала тогда, что причина ковида – это тромбы, закупорка идет. А тромбы – это как раз на физическом плане уже проявление тех энергетических тяжестей, которые поднялись в теле вследствие всех происходящих процессов энергетических. В людях накоплена энергетическая грязь. Надеюсь на ваше правильное понимание этого слова. Это те тяжести, блоки по роду, по крови, по генетике, которые есть в каждом человеке. И если ничего не делать, не проводить внутреннюю вот эту работу, то они рано или поздно уже на физическом плане образуются вот прямо в реальные физические такие последствия. Это вот я еще раз говорю, тромбы, болезни в самом разном виде. Это такие очаги, которые начинают как магнит притягивать все новые и новые ситуации и таким образом усугубляя состояние. Вот, потому что я надеюсь, вы уже прекрасно понимаете, что психосоматика как была, так и есть. У каждой болезни есть своя причина, и, как правило, медики разбираются с последствием, я уже это говорила, это уже конечная станция. А надо разбираться еще и с причинами, чтобы комплексно подойти, уже все это исцелить и действительно исцелить, а не только, образно говоря, там выпустить вот этот гной, гнойник, вскрыть, пластырь прилепить и все, вроде бы достаточно. Да недостаточно, к сожалению. И поэтому надо с этим разбираться. Если не делать, вот получается такая картина, что эти тяжести образуются в тромбы, тромбы забивают уже наши сосуды, вот, пострадали легкие. И получается, антибиотиками глушили, иммунитет подорван, сами понимаете. Ну и вот, так скажем, на время сбили эту волну, уж у кого как. И, кстати, она вот и сказала, неправильно лечили, поэтому люди пачками уходили. Вот. Ну а сейчас те, кто выдержали, вот сейчас находятся под ударом, считайте, вот их сосуды и сердца. И это продолжение вот этой истории, это вот усугубление вот этих вот пластов энергетических, которые вовремя не были вычищены. Но нет у нас культуры работы со своей психикой, к сожалению. Ей помощь сейчас нужна в первую очередь. И поэтому я этой женщине на самом деле очень благодарна. Она, то есть, подтвердила все то, что я чувствовала, наблюдала. Все мои гипотезы подтвердила. И также подтвердила вот мою гипотезу по поводу причин основных вот этих заболеваний, которые сейчас происходят. Вот. Ну и, как говорится, итогом стал вчерашний разговор с моей родственницей, которая рассказала, что буквально накануне сделали операцию ее матери. Это моя сестра. Вот.
моя сестра, ну не родная, имею в виду, она подальше. И, к сожалению, как раз сердцем. Неожиданно, очень неожиданно все, полсердца, говорит, вырезали, поставили 4 шунта и располосовали, получается, все тело, потому что пришлось вены брать для сердца из ног. Ну вот, пожалуйста. И реально сказали, что еще чуть-чуть, и, в общем, все бы. То есть ее вовремя привезли в больницу, вовремя сделали операцию. Но сейчас, как итог, это, конечно, огромная такая болезненная история, продолжительный этап восстановления, реабилитации. И дай бог, чтобы все это как можно быстрее закончилось для нее. Ну вот, я имею в виду, закончился вот этот этап. Тут уже, конечно, о былом здоровье речи быть не может. Вот, пожалуйста. Я поэтому и подзастряла. Говорить мне или нет вот на эти темы сейчас под занавес этого разговора, потому что и так непросто еще как бы усугублять. Но у меня прямо четко, вот просто как кувалдой по голове говори. Потому что действительно припудривать уже некуда. Некуда. Вот, пожалуйста, рядом со мной тоже происходят эти ситуации. Я вам говорю то, что я сама вижу вот рядом с собой в своей жизни. И это, естественно, касается меня, и не говорить я не могу. Не могу и не буду я молчать. Вот, да, я стараюсь беречь чувства, потому что это очень сложно все это выдерживать. Но и в то же время ясность, как мне кажется, и понимание того, что происходит, трезвое понимание того, что происходит, как мне кажется, может кому-то реально помочь и даже сберечь жизнь. Я это говорю для этого. Причины моих разговоров очень и очень серьезные. Остановиться. И если даже вы останавливаетесь, то реально останавливается. Не так, как та женщина-медик легла вроде бы под капельницу, а сама ленту листает и смотрит, что там снег плохо чистят, там собаки нападают. Я вот лежу на нее, смотрю, думаю, да ты моя хорошая, ну здесь-то хотя бы вот полежи, дорогая. А она вот лежит, вот извините за выражение, как ты гандымский конь, как продолжала скакать, так и скачет. Надолго ее так хватит? Я не знаю. Не знаю. Конечно же, от всей души я ей пожелала сил, здоровья, терпения. Я говорю, спасибо вам большое за ваш труд. Она говорит, вы знаете, я слово благодарности уже... Она так на меня смотрит, говорит, я уже даже не помню, когда я их слышала. Спасибо, говорит, что вы правильно понимаете. Я говорю, да, конечно. Вы в первую очередь люди. Поэтому я действительно от всей души благодарю всех. Не просто говорить. Я благодарю всех медиков, неожиданно не дают мне остановить запись, чтобы спокойно и энергично ее закончить. Я благодарю всех медиков, всех педагогов, за ваш труд.
От всей души низкий поклон. Благодарю всех людей, кто каждый день работает реально как на фронте. Спасибо за то, что вы это делаете. Благодарю от имени всех здравых людей. Я очень надеюсь, что нас много. Нас все-таки большинство. Просто не все могут это озвучить. Очень многие люди действительно понимают, что происходит. И я надеюсь, что как-то сообща мы все-таки сможем пройти этот этап. Уж и честно говорю, ребята, я не знаю, сколько это будет продолжаться, но это просто есть. Надо просто жить, быть, как-то идти, двигаться. И я предлагаю действительно двигаться и жить так, чтобы было максимально бережно друг для друга. Давайте уважать друг друга, с пониманием относиться друг к другу, насколько это возможно. Где-то уступить, где-то промолчать. Всем очень сложно. Действительно, агрессия, эмоции зашкаливают. И поэтому сейчас особо бережно надо относиться вот к тем людям, о которых я сегодня так много рассказывала. Это медики, учителя, но не сегодня, а вообще. Им действительно просто, я говорю, памятники надо при жизни поставить. Если бы, конечно, они их как-то согревали еще. Зарплату бы людям. В общем, ладно, это уже другая тема, но это тоже очень важно. Поэтому эта запись, о чем она? О примерах из жизни, о том, что о жизни такой, какая есть. И я желаю вам здоровья, сохранить то, что у вас есть, беречь и ценить то, что есть, беречь своих детей, любыми способами создавать себе то спокойствие, которое поможет как раз и быть, и жить, и каким-то образом тут еще что-то делать, то, что нужно. Я надеюсь, при помощи него мы как раз и дойдем до более светлых эфиров, до более светлых и радостных записей, и будем делиться уже в другом настроении. Но сегодня настроение такое, какое у жизни. Вот такие дела, друзья. И еще хочу пожелать вам терпения, большого человеческого терпения. Давайте будем помнить, что мы просто люди. Давайте я пожелаю каждому быть и оставаться человеком в любой ситуации. Я открыта и на связи. Всем добра, тепла и спокойствия. Всего доброго. До свидания.